Всем привет, с вами Костя Фолстон, мой новый выпуск о трансферах, трансферных слухах и горячущих новостях футбола. Сегодня для вас я подготовил кое-что очень даже занятное. В этом выпуске вы узнаете, кого хочет купить «Зенит» и киевское «Динамо», зачем Мауринью переманивать игроков из Реала, какое будущее для себя выбрали Месси и Холланд, а также много чего другого интересного. Ну что, давайте начинать. Первыми у нас пойдут новости. Владимир Путин прокомментировал провал сборной России на Евро-2020. Да, сразу с этой новости и начнем. Как вы догадались, разноса Станислава Черчесова не было, ведь у Саламыча все на мази. Так вот, что же сказал Путин? Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной, и вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть. Согласитесь, тяжело не согласиться с человеком, когда он из конкретного сказал лишь слово позитивного. Ну и как вы поняли, Черчесов ни в чем не виноват. Совсем другого мнения о тренере сборной главный мушкетер всея Руси Михаил Боярский. Так вот, он заявил, что Черчесов ведет себя трусливо, ведь постоянно перекладывает ответственность за результат только на футболистов. Также Боярский призвал власти поднять Черчесову зарплату в 2 раза, то есть до 5 миллионов евро в год. Ведь только так он сможет полностью отдаваться в сборной. Естественно, это было сказано с сарказмом. Красавчик Боярский, видно, что человек не при кормушке. Что касается сборной Украины, то она все еще на Евро и совсем скоро сразится с Англией в четвертьфинале. Как вы понимаете, прогнозы многих футбольных личностей не в пользу украинцев. Например, бывший тренер Тоттенхэма Харри Реднап отметил, что будет сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. А также добавил, что шансы у украинцев могут появиться лишь в том случае, если на поле выйдет сам Андрей Шевченко. В своих парней верит и Джейми Каррагер, экс-игрок Ливерпуля. По его словам, Англии невероятно повезло, и в четвертьфинале Евро им не мог выпасть лучший соперник, чем Украина. Каррагер уверен, что если бы Англии дали выбрать между Швецией и Украиной, они безусловно указали бы на украинцев, ведь те на голову слабее. Как по мне, англичане уж слишком самоуверены, и это может сыграть с ними плохую шутку. А для Украины это огромнейший плюс. Надеюсь, что они сумеют удивить соперника. Кстати, что думаете по этому поводу вы? Кто выйдет в полуфинал? Англия или Украина? Пишите в комментариях свое мнение и счет будущего матча, ну а мы двигаемся дальше. Теперь самое интересующее многих. Что касается контракта Месси, то сейчас Лео находится в свободном плавании. Дело в том, что 30 июня у него завершился контракт с Барселоной, и вот уже несколько дней аргентинский футболист не получает сумасшедшую зарплату. Многие гадают, почему же Месси не продлил соглашение с родным клубом в последний возможный день 30 июня. Здесь есть две версии. Первая. 30 июня у Месси день свадьбы с Антонелло Ракуццо, а так как Лео порядочный муж и семьянин, все его мысли были связаны только с женой и детьми. 4 года все-таки почти юбилей. Поэтому Кэп просто забыл поставить свою подпись на фирменном бланке Барсы. Это, как вы поняли, была фантастическая версия. Вторая, более прозаичная. И, естественно, она касается зарплаты Месси. Президент каталонцев Жоан Лапорта хочет оставить Лео в клубе, как игрока на 2 ближайших года, а дальше сделать из него посла Барселоны. Месси вроде как согласен на эти условия, но при этом хочет получать уже послом, не путать со слом, ту же зарплату, что и в качестве футболиста. Для того, чтобы не был превышен потолок зарплат, Барселона намерена распределить объем выплат в пользу Месси не на 2 года, а на более длительный срок. Растянуть, так сказать, миллиончики. Чтобы все документы были сделаны по закону и чистенько, нужно время. Вот стороны и ждут. Поэтому фаны Барсы могут не переживать за будущее Месси. Он остается. Ну а теперь давайте немного расслабимся. Я приготовил для вас конкурс, благодаря которому 10 человек попадут в мой следующий видос. Как я понял, вам очень легко дается угадывать футболистов по глазам. Поэтому я решил показать вам только рот игрока. Пишите в комментариях свой ответ. Первые 10 правильно ответивших и окажутся в моем новом ролике. Раз, два, три, начало игры. Ну что, друзья, приступим к трансферам. Начнем с Манчестер Юнайтед, который наконец-то завершил сделку дортмундской Боруссии по покупке Джейдена Санчо. Сумма сделки составила 85 миллионов евро, хотя сейчас на трансферном рынке правый вингер оценивается в 100 миллионов. Так что МЮ тоже умеет торговаться, а не только сорить бабками.
Интересно, что Санчо воспитывался в Академии Сити, поэтому будет интересно посмотреть на реакцию фанатов горожан во время первого манчестерского классика. За Боруссию Санчо выступал с 2017 года. За последний сезон в футболке немецкого клуба он провел 38 игр, забил 16 голов и отдал 20 ассистов. Хорошее, добротное приобретение для дьяволов, в этом можете не сомневаться. Лондонский Арсенал очень сильно интересуется опорником Сассуоло Мануэлем Локотелли. Так сильно, что даже отправил запрос в итальянский клуб и провел телефонные переговоры с агентом футболиста. Многие уже связывают будущее Локотелли с Ювентусом, но, как видите, у Мануэля появился новый вариантик, и скажу вам, очень даже заманчивый. Играть в премьер-лиге всегда почетно, да и Арсенал щедр на зарплаты. С другой стороны, Ювентус, клуб из Италии, и Локотелли не придется осваиваться в новом чемпионате, да еще и этот английский проклятый. Вот Гарет Бейл до сих пор не может выучить испанский, может у Локотелли те же проблемы. Во всяком случае, выбирать ему. Сейчас же все мысли футболиста связаны с Евро, ведь там его сборной предстоит сразиться с Бельгией в четвертьфинале турнира. Пишите свои прогнозы на этот матч в комментариях. Другой лондонский клуб под именем Челси вырвался в трансферной гонке за центрального нападающего Боруссии Эрлинга Холланда. Сообщается, что аристократы готовы отдать чуть ли не любые деньги за норвежского вундеркинда. Тем более, что его хочет видеть сам Роман Абрамович. А если уж он захотел, то, как вы помните историю Андрея Шевченко, он от своего не отступится. Заманит любым способом, но и денежка не обидит. Главное не подпортить себе карьеру, если вспоминать все того же Шеву. Сейчас Холланд стоит 130 миллионов евро, но Боруссия хочет за него 150. Да еще и агент футболиста хотел бы себе 20 миллионов бонусов. Как вы понимаете, его имя Мина Райола. Подобной наглости хватает только у этого толстяка. А мы движемся дальше, перемещаемся с вами в Италию, где столичная Рома во главе с Жозе Мауриньо хотел бы взять годичную аренду у Реала Марко Асенсио. В прошлом сезоне вингер, который может сыграть как справа, так и слева, провел за Реал 48 игр, забил 7 мячей и отдал 2 голевые. Статистика, конечно, не сумасшедшая, но и Асенсио не центрфорвард. Мауриньо надеется, что Асенсио сумеет стать надежным сменщиком для Педро, которому вот-вот стукнет 34 года. А там, глядишь, после годичной аренды Асенсио согласится и на полноценный переход в Рому. Сейчас футболист оценивается на трансферном рынке в 35 миллионов евро. Другой итальянский клуб Интер закинул сети в Нидерланды, а точнее в Аякс. Нерадзури хотели бы приобрести вратаря Андре Онана, который сейчас находится в вынужденном отпуске. Ну как в отпуске, Онана дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов и теперь сможет вернуться в большой футбол лишь в ноябре 2021 года. Выпускник Академии Барселоны сейчас оценивается в 30 миллионов евро, и у него крутая статистика за Аякс. В 83 матчах из 204 он отстоял на 0. Вы представляете? Такого в детстве точно дыркой не называли, когда он стоял на воротах. Еще одна новость, связанная с Италией, но касается она непосредственно питерского «Зенита». Российский клуб намерен переманить к себе самого Симеоне. Единственное но, не Диего, а Джованни, сына крутого тренера Атлетико Диего Симеона. Наследник вот уже год выступает за Кальяри, а перед этим защищал цвета Фиорентины и Джено. В прошлом сезоне Джованни провел 33 матча, забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Не густо, конечно, но имя громкое. Сейчас футболист оценивается в 11 миллионов евро, и на него, кроме «Зенита», претендует и французский «Марсель». Переходим к киевскому «Динамо». Украинский клуб заинтересован в покупке левого вингера из Хорватии Кристиана Ловрича. Также этот парень может сыграть на позиции правого вингера и оттянутого нападающего. «Динамо» надеется, что Ловрич сможет заменить травмированного на Евро Беседина. Сейчас хорват защищает цвета Горицы. В прошлом сезоне он провел за команду 32 матча, забил 18 голов и отдал 7 ассистов. А в конце марта 2021 года дебютировал за сборную Хорватии и на сегодняшний момент провел лишь один матч. Рост футболиста 186 сантиметров, ему 25 лет, достаточно забивной. Ловрич находится на пике карьеры, поэтому «Динамо» надо поторопиться с его трансфером. Тем более, что он стоит всего 6 миллионов евро. Продав одного запарного, можно купить хоть 3 таких Ловрича. Отличная была бы сделка. А теперь настало время назвать победителей из прошлого видео о трансферах. Там я попросил вас написать Шевченко по одной букве в каждом комменте, чтобы вас никто не перебил. И вот мои победители. Браво, друзья, вы справились с этим безусловно тяжелым заданием на отлично. Поздравляю. А у меня на этом все. Пишите в комментариях, какой трансфер ждете больше всего. Или какая новость вас поразила больше других. Ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим роликом с друзьями. С вами был Костя Фолстон. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте.